Здрасте. Ну что, расскажу кратко о том, что происходит. Я поднялся обратно на эту гору, чтобы собрать недостающие куски серебра. Я пробегал все. У меня сейчас 40... мне ровно не хватает 10 штук. Но я бегал все, здесь просто их нету. Либо они есть и в какой-то заднице. Я буквально сейчас 5 минуточек побегаю. Кирору говорит, опоздал. Всем неправда. Дюки сел, говорит, приветики Тенра. Приветики. Вот. Говорит, доброе утро. Я Тенра собрал чатику миллион сундуков. Кирору Доброе говорит, утро. ахайо. Айо. И не нашел толком... ну, сколько? Я 20 штук, 20 серебра нашел. Я не могу найти больше. Больше просто нету. Уйди. Я просто соберу и уйду. А еще я заметил, что меня очень больно все бьют. Привет. Эндрюс говорит, утречка. Утречка. Керлиф говорит, привет. Привет. Дантикна говорит, привет. Может быть такое, Кирилл что здесь... говорит, жди, пока зареспавнится. Да, мне сказали, что это 3 дня Ремик говорит, ждать. всем привет. Привет. Кирору говорит, снизь уровень мира, если прям сложно. Ну, бьют они знатно по мне, прям хорошо. Я почувствовал. Появилось вот это вот растение такое, которое крутится и в землю закапывается. А она мне навтыкала, будь здоров. То есть я прям на нее ульту потратил, плюс еще побил, хотя это обычный моб Эндрюс же. говорит, на хребте около 70 единиц серебра. 70. Ну и где мне их искать? Просто я уже все дырки облазил, я вне стрима побегал, поискал, и как-то не очень. Тут у меня все с этим дела. Стоп. Коробка с припасами. Ой. Нельзя во время боя. Окей. Я не знаю, где мне их уже искать. Что мне делать, как мне Кирору быть? говорит, сколько нашел? У меня сейчас 40. Сюда! Быстро! Уйдите! Да не бей ты их, бей вот их! Так. 41. 42. 44. 46. 4 штучки надо. Керлиф говорит, зайди в интерактивную карту Тейвата. Ой, не. Я понимаю, говорит, что скорее всего это будет быстрее. Фременит говорит, а что вы делаете на драконьем хребте? Мы хотим найти железки, Дюки мне сел, 4 говорит, штучки не ты хватает. задание делаешь. Нет, мы его прошли вчера. Мы Эндрюс прошли все говорит, задания можно здесь. просто карту погуглить, к примеру. Подожди, что значит погуглить карту? Но это же он мне все равно покажет, где они в теории есть, но не там, где не хватает именно моих. Типа это не совсем то. Вот здесь что там? Что такое мигает? Кирилл Травка. говорит, ну ты задание делаешь, получается, если 50 серебра ищешь. Ну да. Точно, забыл. Но это на крафт же, ничто вы. Богдан Закамалдин говорит, я до сих пор ледяной хребет не закрыл. Прошло уже 4-го года. Жесть. А вообще многие с интерактивной карты просто метки ставят, а потом уже начинают чистить. Мы не ищем легких путей. Мы не такие. Мы любим страдать. Фременит говорит, что за серебро. Для того, чтобы там кузнец сделал нам копье крутое какое-то. Пойдемте вон туда. Или я здесь был? Нет, я здесь был. Я там был. Ладно. Хотя... нет, тут я тоже был. Кирору говорит, звездное серебро на хребте. Да. Аня Мика говорит, внизу хребта собирал. Я везде Дюки собирал. сел, Я говорит, уже со а своего зачем хребта тебе копье? собирал. Но это квест. Я хочу выполнить квест, ну и получить копье. Почему бы и нет? Оно какое-то модное. Кисельчик, а ты что на трове сидишь? Которое он тебе сделает. Тебе удобнее никому не тровы нужно. или Twitch? Расскажи нам. Богдан Закамалдин говорит, копью фуфло, он на физру. Эндрюс говорит, Физру? есть местечко на берегу моря, где полуостров с горой, там рядом еще робот большой. Там есть маленький островок, был там. Кстати, копье нет. супер бесполезное. Ну все Эндрюс говорит, равно. есть местечко на берегу моря, Да-да-да. где полуостров с горой, там рядом еще Щас. робот большой.
Там есть Сейчас маленький я островок, согреюсь, а то я был сейчас там. отлечу. Кстати, копье супер бесполезное. Угу. Сейчас. Бегим. Дюки сел говорит, Вот. да просто по приколу здесь чуть-чуть. Потом на Twitch пойду, но тут тоже удобно. Понял. Так, остров. Вот этот остров? Так, Керлин местечко на говорит, берегу какие моря, физический где урон полуостров никому не нужен. с горой. Фременит говорит, зачем 2 раза писать. Вот этот, да? Вот Сын сюда? Монолита говорит, вот огонек, чтобы согрелся Firelight Smiling Face. Спасибо. Еще вот здесь есть. Ну, это прям жесть. Вот скала. Аня Ника Ой, говорит, да. да. Окей, поехали. Сейчас мы быстренько Эндрюс это говорит, сделаем. да, именно туда. Подожди, ой, не туда. Вот это удали. Вот. А где? Почему он мне её не показывает? Давай поставим какую-нибудь другую метку. Еда. Ой, там же была горная фигня. Он мне не показывает, потому что она вон там? Я не понимаю. Вон туда? Нет. Мне вон туда. Да. Он не хочет пока. Ну ладно, пешком пойду. Дюки сел говорит на отслеживать Ола. Кирору говорит, отслеживать нажми. Метку отслеживать? А я думал, она по Говорит, дефолту отслеживать показывает. нажми. Все, я понял. Я думал, она по дефолту показывается. Сейчас я вернусь к ветеркам, я хочу здесь посмотреть. Вон там что-то блестит. Кирору говорит, сам. Сюда. Так, осталось 2 штучки. 2, может быть, там не придется туда плыть. 2 штучки. Ну дайте. 2 штучки, пожалуйста. Фременит говорит, я ненавижу драконий хребет, я здесь постоянно умирала от холода. А супчик же есть, кстати. Ой, Дюки сел Бим. говорит, и сейчас находишь одну. Нет, это закон подлости. Если тебе осталось чуть-чуть, значит, ты будешь страдать. Ты должен прочувствовать всю боль. Кирору говорит, дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Пожалуйста, пусть здесь будет 2. Пусть будет 2. Одна. Просто понимаете, как игра булит? Просто бабулит и дедулит. Но вот так всегда. Дюки сел говорит, блин, я накаркал. Ну, Кирору говорит, ахаха, закон подлости. ладно, полетели. Нам вон туда. Керлин Нам вон говорит, туда. Ладно. Аня Мика говорит, хехи, закон подлости. Да. Он такой. Ладно, я думаю, на вот этой вот скале мы сейчас тоже найдем. По-любому. Вокруг я пролечу. Кирору говорит, там левее что-то светилось. Это светлячок был. Вижу, все, неважно. Я нашел, это главное. Все, чат, мы победили. Это победа. Победа лучше обеда. Не согласен. Платхаруса говорит, как же давно я Есть! здесь не был. Все. Платхаруса говорит, кусь платхерт. Дюки сел говорит, Здравствуй, как ты привет, это Плот. заметил. Там он торчал кусочек. Ой, я же говорю, у меня впиталась уже форма этих камней в голову, в мозг. Я их теперь чувствую на интуитивном уровне. Так, давайте я вас выключу. Орбан, чем могу быть полезен? Тебе кошмар не будет. Насчет драконьих клыков. Хорошо, что ты зашла? Насчет тех клыков. А также ты уже все собрала? Прости, но у меня тут возникла одна проблемка. Сколько бы я этот клык молотом не бил, он не дает даже крошки. Может, это и правда драконий клык? Согласно прочитанными мною материалами, обрабатывается он несколькими особенными способами. Один из них — наполнить клык некой жизненной силой дракона, а потом использовать его в работе с остальными клыками дракона. Но я не имею ни малейшего понятия, как именно наполнять вещи жизненной силой дракона. А ты, путешественница, не знаешь? Я что-нибудь придумаю. Вот и отлично, держи, держи на клык. Держи клык. Дело теперь за тобой. Эх, если это в самом деле клык дракона, выходит, что драконы штука тонкая. А ты хотел стать самым крутым.
Погоди, ты помнишь то место? Возможно, мы сможем накачать клык дракона силой жизни. Он, но чует пойман... Так, где? Всем привет. Всем здрасте. Ага. Фонтейн, Ливе. Вот. Нет. Подожди, по словам Джоэля, Сайрус нашел какие-то подсказки, где искать его отца? Богдан Закамалдин говорит, иди к сердцу Дурина. Подожди. Кирару говорит, дракон. Новый квест от этого пса? Эндрюс говорит, а потом Тенра узнает, что нужно крафтить R5, и нужно еще 200 кусков руды. Фачи Гриенсмелин. Осуждаю. Найдется ли папа на этот раз? Есть новости о твоем папе? А, это ты! Палат сказал, что дядя Сайрус, кажется, узнал что-то о моем папе. Сейчас, секунду. Что-то о моем папе, но он не уверен. Палат сказал, что они нашли следы. Я хотел пойти с ними на драконий хребет, но дядя Сайрус сказал мне оставаться здесь в лагере. И еще сказал, что если они узнают что-то узнают, то непременно скажут мне. Помоги, пожалуйста, найти дядю Сайруса и спросить, есть ли новости. Сайрус все-таки вышел куда-то? Ничего себе. Хорошо. Я боюсь, что новости будут плохими. Я рассчитываю на тебя. Ну давай. Давай. Где? Подожди, а мы же с Сайрусом говорили. Ну давайте быстренько скатаемся, посмотрим, что там происходит. Сайрус там. МПщика зашел. Ты же говорил, не будешь делать модераторов. Что? Не совсем понял. Пала, ты уверен, что он находится в этом районе? Да, господин Сайрус. Вы говорите об отце Джоэля? Путешественница, я прислал Джоэля. Тебя прислал Джоэль. Он каждый день присылает кого-нибудь узнать последние новости. На этот раз у меня для него хорошие новости. Некоторое время назад гильдия искателей приключений проводила особую тренировку на драконьем хребте. Господин Сайрус, позвольте мне рассказать. Так вот, участвуя в этой тренировке, я сбился с намеченного пути из-за сильной метели. Когда я пытался найти обратный путь, я увидел размытый силуэт на скале и подумал, что это какой-то заблудившийся искатель приключений, как и я. Я крикнул, чтобы привлечь его внимание, но прежде чем я смог привлечь внимание этого человека, мои крики привлекли монстров. Я не был уверен, что смогу дать им отпор в условиях драконьего хребта, поэтому поспешно ретировался. По возвращении я рассказал господину Сайрусу о случившемся. Тем человек был отец, так, это мог быть заблудившийся искатель. Так. Мы не уверены. В любом случае нам известно, что кто-то заблудился на драконьем хребте и нуждается в помощи. Лишь архонтам известно, кто этот человек. Я уже отправил на поиски всех, у кого есть возможность исследовать драконий хребет. Я тоже подготовлюсь и позже присоединюсь к поисково-спасательным работам. Ой, что я нажал? Блин, я нечаянно. Ты хочешь помочь? Отлично, тогда идем вместе. Пойдем. Где? Вот сюда. Так, значит, так, будем. Что? Когда the escaping? Эскапист? Что? Ну ладно. Так, в обед дисселс, та-та-та. Что-то у вас какие-то свои разговорчики тут. Здесь холодно, мы должны быть уже близко. Давайте мы... Бабочка. Все, теперь эти пацаны мощные будут, да? Ну да. Хотя... Нормально, пережили. Теперь мы знаем, что это безопасный район. Спасибо. О Йорзерфе. К сожалению, ранее я тоже ничего не нашел.
Теперь район чист, я могу доложить свои поиски. Скажи, пожалуйста, господину Сайрусу, что я приступил к поисковым работам. Подожди, а я? А я? Серьезно, меня туда-сюда гоняют? Я чё, мальчик на побегушках? Алло. Игра. Ну да, типа того. Ой, я же могу вот отсюда слететь. Манштат, кстати, блин, у меня уже 2 есть превьюшки, которые я хочу сделать в Манштате. Я, когда пробегал, видел, это было очень красиво. Я хочу сделать манштатские превьюшки. Чё, Сайрус, сейчас обосрешься? Спасатель Котейк. Бум! Путешественница, ты вернулась. Палат начал поиски. Неужели? Я знал, что в нем есть малая талика ответственности. Как только я закончу текущие дела, я отправлюсь на драконий хребет, чтобы лично, конечно, проведать Джаэля и сообщить ему новости. Будь добра, передай Джаэлю, что я скоро навещу его. Мне понадобится время, чтобы закончить все дела, не заставляя его ждать. Иди кошек спасай, давай. Пес. Я мальчик на побегушках. Вот так всегда предлагаешь им помощь, как почетный рыцарь, а у тебя туда-сюда гоняют несправедливость. Ну, собаки сутулые, используют меня как попало. Тенра, есть новости о моем папе? Вы передаете Джаэлю слова Сайруса. Значит, дядя Сайрус еще не нашел его? Поверь в него. Я знаю, я расспрошу дядю Сайруса, когда он придет. Где же ты, папа? Во. Все, Джоэля мы закончили. Но я так понимаю, у этой истории будет конец. Так или иначе. Так. Я хотел Джей посмотреть. Так вот. Пропавшего ученого. Получите вот. Отслеживать. Приветствую всех. Доброе утречко. Добрый день. У кого как. Здесь раз даже с Манштата выходит, долго придется ждать, да? Ну, не, мы нечаянно. Это вообще все случайно вышло. Так, что мне? Получить напитанный клык? Какой? Где? Богдан Закамалдин говорит, это лучше, чем в некоторых играх «Убей 10 кабанов», «Убей 10 элементалей» и так далее. Ну, суть тут Линка все равно в говорит, это как все дела? как бы это упирается. Аня Мика говорит тебе в ту красную пещерку. Фременит говорит, да Ленечка, лишь доброе я утро, просто всё бегаю по миру, нормально. Надежда, что найду сундуки, а тут пытаются зайти в мир. Санатамик говорит, клык к сердцу поднёсы. Кисел говорит, собака Линка, К тому к сердцу, которое... 653 приветики. Вон туда, я Кирору помню. говорит, мпшка мне бы самый свои на 100 закрыть. И 9 урмира опнуть. Линка говорит, собака, кисел, подчеркивание. Ой, пацаны появились. 1234. Что смотрите, что делаете, рассказывайте. Аня Мика говорит, пещера внизу. Да. МП говорит, убить 10 кабанов и 10 элементалей, как по мне, интереснее, чем бегать туда-сюда 30 часов. Короче, Кисел пацаны. говорит, ох, помню, я их победить не мог. Почему? Санатамик говорит, кстати, возле сердца тепло. Можно Да, жить. я знаю. Мы же уже здесь были в прошлом стримчике. Так. Алый кварц. Да. Говори. Кисел говорит, та просто тогда сильных персов не было. Наполни драконий клык жизненной энергией. Отдай. Кажется, этот странный предмет реагирует. А сердце все же откликнулось, осторожно, может произойти что угодно. Постой, сюда кто-то идет. Ой, нет! Под неожиданно...
Эти субтитры такие быстрые. Я не могу. Причем, мне кажется, у них на всех время одинаковое. Типа, что маленький субтитр, что большой, он будет одинаковое количество времени идти. Поэтому маленький читать легко, а если он большой, то ты просто физически не успеваешь читать. О, опустите. Можно хил? Спасибо. Барбара, умничка. А, опустите Барбару, алло. Собаки. Бей! Так, этот летит сам по себе. Умри, пожалуйста. Кисел говорит, какой пустите Барбару. Это Сахароза Ола. Не, мне Барбара нужна была. А, в момент заморозки, да? Что-то я не заметил. Санатамик говорит, я в эти выходные смотрю прохождение 8 резидента, и мне всю ночь снится шутер, пещеры и всякое гоблина. Сегодня встала, будто работала всю ночь. МП говорит, сейчас опять час скакать на лошади, почему нету автосохранения Crying Face. Где? Где пацаны были же? А, вот. Вы чё? А чё сидим? А чё они сидят просто? Вы чё, обиделись? Год жить. Пацаны обиделись. Еще? А, Кисельчик, я понимаю, почему ты отъехал тут. Так, давайте мы сделаем вот так сразу хил. Но они поклоняются тебе. Не видишь, читали. Ну я такое осуждаю, мне не надо вот этого все. Говорит, никто не успевает читать эти субтитры. Можно вот сюда? Эндрюс говорит, Барбара Ешкой накладывает на себя гидростатус, учитывая это при борьбе с триамобами. Аня Мика говорит, заставил так сказать. Временник говорит, я впустил и сразу же выкинул из мира. Лед говорит, и снова утро, и снова стрим. Здравствуйте, дядя. Здрасте, здрасте, здрасте. Ну, кстати, да, это логично, что Барбара, получается, делает немножко не очень хорошо. Кисел говорит, ну да, даже с лего тяжеловато. Ой, я опять это сделал. Но она зато хилит, ладно, она... У меня Чиори сейчас отлетит. Барбара, а ты можешь отхилить ее? Убей вот этого. Все, остался один. Барбара, ты когда хилить сможешь, давай. Я не хочу, я знаю, что у меня сухпаки есть, я просто не хочу их тратить. Все. Кажется, на этом все. Посмотрим, как там наш драконий клык. Давай. Лед, говорит, зажал. Так, секунду, да. Что-то в этом драконьем клыке изменилось, да и выглядит он теперь зловеще. Окей. Поскорее отнесем его Орбану. Давай. Так. Пойдемте. О, слушай, что, дождик был? Чем мог быть полезен? А, насчет драконьих клыков. Вы только посмотрите. Этот блеск, эта текстура. Как ты могла наполнить его жизненной силой? Как ты смогла? Ты уникальный человек, друг мой. Замечательно. Руду звездного серебра мне уже помогли обработать. Еще немного времени, и оружие будет готово. Отдать. Выбрать. Орбан начал делать оружие. Готово! Пойди возьми его. Ну как тебе? Сколько с меня?
Нисколько. Я был рад возможности поработать с этими материалами. Ты мне ничего не должна. Готово. Возьми это оружие в свои приключения и позаботься о нем как следует. Извини, мне чатик сказал, что это хрень полная. Будет пылиться лежать. Но за примагемы спасибо. Спасибо, отец. Так. Что-то мне дали. Какой-то рецептик. Вот. Рецепт копья. Окей. Так, Си. Оружие. Так, кто у меня копейщик есть? У меня их миллион. Вот. Ой, ты не копейщик? Вот ты копейщица. Луч... Ему так не идет лук, серьезно. Ему бы меч дать, и он был бы хоть как-то приличный. Лук вообще не идет. Дурацкая, блин, Кандакия. Ладно, давай мы тебе дадим его. Сменить. Во. Но он ей не идет. Бонус физ Ой, давайте я включу. Ты теперь только Геншин или еще какие-то игры? Разные игры. Вчера спор был. Half-Life Alyx стримим. Геншин. Аня Мика говорит, ха-ха, Кандакия наказана копьем бесполезности. Ну, в принципе, нормально. Бесполезная Кандаки бесполезным копьем. Согласен. Сменить. Физ урон. Да уже который раз кидают заявку в вход в мир, я вообще закрыл кооп, входить по несколько раз это перебор. Попадание обычной или заряженной атаки имеет 60% шанс создать над противником ледяной кристалл и уронить его, нанося 8% урона силы атаки по площади. Если противник имеет эффект Крио, то нанесет ему 200% урона. Что? Сила атаки? В принципе, звучит неплохо. Неплохо. Так-то. Кандаки. Ты что такая бесполезная, мать? Кто? Вот! Эндрюс говорит, Шеврёс. правильно, бесполезному персу бесполезное копье. Угу. Нини говорит, у тебя Шеврёс, там кстати, он редкие идет. копья. Ты их Смотрите, закрепи. вот здесь золото, здесь красное, говорит, здесь это красное. копье, как тот Прям клеймор. модное. Нини говорит, трехзвездочные. Сменить. Да. Смотрите, красота же прям подходит, прям для нее сделано. Котик. Котик мурмыр. Пришел Эндрюс мурчать. говорит, правильно, бесполезному персу бесполезное копье. Аня Мика говорит, это не золото, а кость, ола. Я понимаю, но говорит, нет, визуально ей это оно не выглядит нужно. так. По цвету, в Кисел смысле. говорит, идеал. Так, что мы здесь? Получили чуть-чуть плюшечек. Что мы здесь? Мы получили здесь чуть-чуть плюшечек. Я уже выполнил все вот это. Угу. Так, ладно. Все, мы возвращаемся. Мы выполнили все, что хотели, даже выполнили дополнительный квест. Зурабец говорит, это вроде копье Розарии. Нет, это копье Кирилл драконьего говорит, хребта. а ты кормил своего котика? Может, он твое внимание привлечь хочет. Нет, я котика утром кормил. Кисел говорит, Рано. ты чё? Кисел говорит, Его разобран. уже нужно будет чуть скоро Санатанин покормить говорит, опять. точка, хочу ивент с Альбедо. Так, ну что, мы возвращаемся. Я где-то здесь себе метку сделал. Вот, мы возвращаемся сюда. Сейчас. Кисел говорит, а забрать. Что забрать? Эндрюс говорит, кстати. Что забрать? Открыл задание легенд Кли или Джин? Открыл Кли, но не проходил. Зурабецк говорит, ну оно для Розарии вроде подходит. Кисел окей, говорит, я просто не по-русски. знал. Подожди, а мы куда идем? Мы же вот сюда идем, отслеживать, алло. Фременит говорит, но в чайнике безмятежности вход свободный, но в мой мир только по приглашению. Так, я вижу... он заново Кирилл появился, говорит, да. забрать награды за ежедневки. Это я потом, мне надо пройти одну Санатанин ежедневку говорит, сюжетную это еще. если физрозу делать. Кисел говорит на поручение в книжке Ола. Эндрюс говорит, Розария как Ой, раз в секунду. Авоне лучше всего.
Аня Мика говорит Тенра, живи. Кисел говорит, не задыхайся. Все, я здесь. У нас в Алмате выпал снег, и температура резко понизилась, и у меня сразу горло, все дела. Я прошу прощения, ничего не могу с этим поделать. Кирлиф говорит, а куда делся Тенра? Я жив, я жив. Пока жив. Кирору говорит, поддерживаю Мику. Кирору говорит, смайл. Сейчас мелких раскидаем. Мелких. Они самые назойливые. Ты настолько не наглей. Кирору говорит, я про испытанческий стрим. Кирору говорит, я захвачу Трова. Ага. Кирору говорит, что. Там же на трову кисельчик сидит, спасите. Кирору Спасите. говорит, банить. Ты что? Кирору говорит, а этот стрим коопный будет. Кирору говорит, у тебя по карте видно. Ола. Вы в курсе, что у меня все Кирору отлетели? говорит, анимакулов и геокулов точнее. Кирору говорит, какой точкой чувствуешь сундуки. А я чувствую Кирору всеми говорит, точками. nail polish light skin, Tanya nail polish light skin, Tanya nail polish light skin tone. Кирору говорит, у тебя вроде открылось специальное устройство для поиска акулусов. Компас, да? Кремнит говорит, Кисель Марсель, ты тут? Кендрик Хил. говорит, жить, пожить. Жить, пожить, Лев пожалуйста. говорит, а я еще болею. Поправляйся. Санатамик говорит, Роза классная. Иногда беру Жесть. с ее ультой, крио поляной. Ого, Кисел кроме говорит, Ордена да, я тут. Бездны, здесь еще и активные стражи руин водятся. Похоже, что в каждом убежище Ордена Бездны на нас обязательно падут стражи руин. Совпадение? Не думаю. В мире... Спасибо за подарочек. Блин. Не, все нормально. Спасибо, отец. В мире не бывает совпадений. Все происходящее это плоды некогда посеянных семян. К примеру, ваше появление в таверне время всего-навсего ждет, когда прорастут эти семена. Так, ну я услышал о тебе совершенно случайно. Я не до конца... Случайно. Забудь, это просто мысли вслух. Связь между Орденом Бездны и Стражами Руин не может быть случайной. Точнее, это ветви, выросшие из общих корней. Ветки, корни? Что ты имеешь в виду? Все они берут свое начало из древней нации Каэнриах, которая была уничтожена 500 лет назад. Что? Каэнриах? Серьезно? Орден Бездны и Стражи Руин остались после уничтожения Каэнриах? А ведь Каэнриах... Каэнриах. Это такое древнее название. Ой, точно. Как твой проводник, я должна объяснить, что такое давным-давно нация Каэнриах. Я знаю это название. Что? Потому что я помню о Каэнриах. Что? Помнишь? Но ведь эта нация была уничтожена 500 лет назад. Правда, но у каждого есть свои секреты. Ты не лезь в мои, поэтому я не буду лезть в твои. Ты не лезла в мои, поэтому я не буду лезть в твои. Но если ты захочешь поделиться, я послушаю тебя с превеликим удовольствием. Расскажи мне, какой была та Каэнриах, которую ты видела? Я не видел никаких Каэнриах. Он разбудил меня. Подожди, он разбудил меня. Каэнриах? Это Пайман? Нет? Дайн и Каэнриах стоит рискнуть. Она думает, что он Каэнриах. Вы рассказываете Дайне о море о пламени, что видели 500 лет назад. Каэнриах это та тетка была, да? Так вот все как было. Пайман думала, что вы сначала наткнулись на неизвестное божество. Ясно. Да, это получается вот эта тетка, с которой мы с братом дрались. Ясно, значит, твои первые воспоминания об этом мире. То, как тебя разбудил и вытащил из метеорита твой брат.
Похоже, что твой брат очнулся первым, но вопрос в том, насколько раньше тебя. И затем твой брат рассказал тебе, что после уничтожения Кэнриах весь мир погрузился в хаос. И то, что вам нужно как-то скорее покинуть этот мир, зовущимся Тейватом. Это государство, это страна. Ага. Уничтожение Кэнриах? Он так и сказал? Да. Те разрушения, что вы наблюдали, они произошли 500 лет назад. Похоже, твое первое пробуждение в этом мире произошло примерно в те времена. Что? Наверное, на тот момент твой брат лучше понимал этот мир, потому что он проснулся раньше тебя. И вскоре после этого вы столкнулись с неизвестным божеством, которое не позволило вам покинуть этот мир. Ой, эту часть истории Паймон знает очень хорошо. Я понял. Ты лишь очнулась и сразу же попыталась покинуть этот мир, и ничего не знала о Кэнриах. Но теперь, когда ты уже кое-что знаешь о Тейвате, ты наверняка понимаешь, что увиденная вами война — это война, уничтожившая Кэнриах, не так ли? И действительно, а ты ведь прочитала кучу книг за эти несколько месяцев. Что мы путешествуем? До Манштата нам попадалось только всякие непонятные записки, но затем нам удалось собрать множество древних книг по всему Манштату и Лиуэ. Однако ты сказала, что это все, что все они бесполезные. Получается, все это время ты пыталась собрать больше информации о Кэнриах, чтобы найти своего брата? Это единственная зацепка, кроме поиска 7 архонтов. Точно, 7 архонтов можно отыскать в 7 королевствах, но где же искать нацию, которая была уничтожена 500 лет назад? Пожалуй, я знаю о Кэнриах больше вас обоих. Кэнриах была нацией без бога. Не потому, что он умер или покинул свое королевство, а потому, что они жили без божества с самого начала. Это была могущественная нация, построенная исключительно людьми, необычайно прекрасно цветущая цивилизация, гордость всего человечества. Нация без бога? Затем случилось именно то, что ты помнишь. Она была полностью уничтожена богами. Ты имеешь в виду, что 500 лет назад боги спустились на землю и уничтожили Кэнриах? Гордость всего человечества была вырвана с корнем и растоптана, словно вредный сорняк в райском саду богов. Но как такое могло произойти? В исторических книгах ничего об этом не говорится. Этот мир жестоко опасен, я должна поскорее отыскать своего брата. Это ужасно. Да, долгие разговоры о прошлом только подавляют дух. Боюсь, в следующий раз Венти и Джун Ли должны будут мне кое-что объяснить. Давайте двигаться вперед. По пути я расскажу больше о том, что тебя интересует. Так, четко известно божеству, как... Да. Сам ты четко, она... Понял, все понял. Что ты бомбишь? Секунду. Все. Так, это же в форме владыки бездны. Так, за спойлеры я буду банить, серьезно. Я же не знаю сюжет, нафига вы это пишете? Все, я сейчас чат читать не буду из принципа, потому что засранцы. Будете спойлерить, серьезно, без обид, я буду банить и все. Так, давайте восстановим те, кто у нас там помер. Так, Барбара, ты можешь отхилить? Ну, давай потихоньку будем. Потихоньку будем хилиться. Держись! Я видел дырочку. Я вижу дырочку, я не вижу, почему бы не пойти в нее, не войти в нее.
Так. Дырочка. Чпонька. Ага. Теперь мне надо вот сюда принести камушек. И вон туда принести камушек. А где камушки? Где-то я видел эти камушки. Вот эти вот. Наверное, надо было сначала наверх нести, потому что этот камушек был ближе. Ладно. Я просто думал, что-то произойдет. А что-то не произошло. Я видел, что там что-то мигало. Что тут такое? Прячете от меня? Я же видел! Что? Все, мне галюны? А, вон камушек. Блин. Я надеюсь, мне хватит стамины, чтобы добраться. О, он появился, нормально. Так, Барбара, масхил. Так. Держи. Ой, чуть не упал. Нормально, живем. Так. Сундук открыли. Куда мы теперь идем? Просто в никуда. Ну давай вот отсюда. А это что такое? А, тут мы были. И тут мы... А, все, я вспомнил это место. Понял, принял. Так, с чего? В смысле? Все по правилам игры. Там пацаны. Подожди, там собака гуляет. Это поселение людей? Собак же обычно не бывает в местах. Подождите, это разрушенная деревня? Собаки, вы что тут делаете? Алло, пес. Хозяев ждете? И котик здесь. Котик, ты что грустишь? Кысыч. Мя. Даже не погладить. Вот игра жестокая, конечно. Почему она с рейтингом не 18+? Как дети переживут такое, что они котика не смогут погладить? Я бы дал рейтинг игре 18+. За такое. Ну блин, ну как так? Как жить? Ты кто? Ой, ты деньги. Буду жить. Мне сказали, что ее бить не надо. А я ее бью. Все? Выходи, собака. Не стоило бить, да? Все. Смотрите, снова страж руин и маги бездны. Дайн, ты говорил, что эти древние механизмы родом из Каэнриэх. Ах, значит ли, что в Каэнриях было так много руин, которые нужно было охранять? Нет, стражи руин, их назвали современные жители континента. 500 лет назад их так никто не называл. А нынешних стражей руин жители Каэнриях называли культиваторами. Культиваторами? Какое необычное название. Они просто фермерское оборудование? А почему все они вооружены? Это не то, что вы подумали. Культиваторы — это всего лишь кодовое название. Народ Каэнриах любил давать своему оружию кодовые имена. Землю не возделывают инструментами, а за нее сражаются сталью и кровью. Так появились культиваторы.
Сражаются сталью и кровью. Народ Каэнриах как-то странно понимал слово «культивирование». Не похоже, что в этом есть какой-либо добрый посыл. После уничтожения Каэнриах эти культиваторы потеряли своих хозяев и полностью вышли из-под контроля. Они веками бесцельно бродили по этим землям и в итоге разбрелись по всему Тейвату. Может быть, скорбь о других погибших цивилизациях, ой, меня сейчас опять молния убьет, резонировала с ними и вела их к руинам, где они спят по сей день. Это звучит так грустно. 500 лет бесцельных скитаний, кажется, им нужно положить конец их страданиям. Когда ты узнаешь побольше, все эти детали перестанут иметь значение. Каким бы ни было их прошлое, сейчас они несут лишь угрозу. Иди и уничтожь их всех. Окей. Так, я вас пока включу. Пацаны, мне сказали убивать всех. Я не виноват. Кокорин. Анимика говорит Соната, сюжет не держится. И лор история. Кисел говорит, я тут за людьми сижу. Я бы за спойлер уже замутил. Я бы за Это было спойлер? на Трова. Не наговаривай на лучший клич. Сонатаник говорит мама. Что опять в чате происходит? Что я пропустил? Почему? Фирус говорит Тенре, папа. Беги. Фирус говорит Трова, папа. Трова, что? Что там? Ты последний остался. О, какой ты. Король Твича, великий Киселий. Киселий. Эндрюс говорит, ну ладно, я же сказал, вроде. Так, я ничего не читал из принципа. Пожалуйста, не спойлерите. Зурабит говорит, Тинк. Этот маг бездны обронил талисман. Может быть, это какое-то письмо? Этот талисман связан с Вестником бездны. Но как он оказался у мага бездны? Возможно, в нем правда таится информация об их операциях. Но Пайман не может прочитать. Что тут написано? Это язык Каэнриах? Окутайте веру врага пламенем и славьте его высочество принца. Что? Там так написано? Плетение судьбы. Первая операция. Они... Почему мне кажется, меня убьет молния? Они бездна. Похоже, они проводят какую-то массивную операцию. Ключевое слово здесь — плетение судьбы. Мне кажется, что это только начало их операции. Или точнее, они проводят предварительные испытания. Плетение судьбы? А что это? У них там такая какая-то машинка для плетения есть? Маг бездны пришел из тех руин. Это как-то связано с перевернутой статуей? Ох, у Пайман все это время было такое неприятное ощущение. Я супер уверена, что эти неприятные руины связаны с той плетеной операцией. Ну так, о чем говорится в этом письме, Дайн? Секунду, дочитаю. Довольно амбициозная операция, но я не могу понять некоторые ее части. А что там? В общем, первая фаза плана связана с Осиалом, Архонтом Вихрей. Архонт Вихрей? Это то водяное божество? Нам не удалось уничтожить его в прошлый раз. Но все же для чего им понадобился Осиал? Для того же, для чего и Двалин. Я знаю о твоих подвигах с Двалином, и я также знаю о роли Ордена Бездны в деле с ужасом бури. Ты угрожала Что? Угрожала схожим планом Ордена Бездны? Ты угрожала схожим планом... Что? Даже не подозреваю об этом. Угрожала? Не понимаю.
прошлый раз нам нужен был старый друг Архонта. В этот раз они заинтересовались огромным древним божеством. Орден Бездны продолжает поднимать планку. Орден Бездны планирует использовать ложь и темную магию на Осиале, так же, как и на Двалине? Нет, в этом письме также описан их следующий шаг. Они не только оскверняют сознание Осиала, но и полностью трансформируют его тело с помощью древней технологии культиваторов. А так вообще возможно? Подожди, то есть Орден Бездны хочет сделать из Осиала какого-то кибернетического бога Каракатицу с массового уничтожения? Похоже на то. Мало кто сейчас понимает цивилизацию Каэнриах по-настоящему, но точность этого понимания тяжело оценить. Только Орден Бездны, не прекращая, искал останки Каэнриах. Они очень настойчиво пытались найти эту человеческую цивилизацию, хоть и сами они уже давно не люди. В письме говорится, что они собираются использовать оскверненную статую в качестве основы для которой прикрепят к конечности Осиала, чтобы сконструировать механическое божество. А новым ядром, заменяющим сферу, что держит в руках статуя Архонта, станет глаз самого первого культиватора. Глаз самого первого культиватора? А Пайман поняла! Все эти маги бездны занимаются поисками того самого особого глаза, да? Похоже, что так. Так, они до сих пор не нашли, у нас есть время. Давайте найдем глаз раньше них. Это дело становится все запутаннее, но все это как-то связано с той странной статуей семи архонтов, что мы видели, верно? Да. Согласно письму, глаз Бога должен быть установлен в руках оскверненной статуи. И тогда родится новое божество, которое сможет не извергнуть богов Селестии со своих тронов. Подождите, а глаз Бога, а не для этого ли глаз Бога взяла вот это вот из Фатуи, четко? У Джунли. А нет, Орден Бездны прям не собирается мелочиться. Раз уже никто не знает, где находятся эти культиваторы, то почему бы нам не взять и не перевернуть статую за отправную точку... Что? Перевернутую статую за отправную точку нашего расследования. Эта статуя, похоже, была на Анема Архонта, да. А может, нам стоит спросить кого-нибудь из церкви Фавония. Нашего барда-бродяжку мы так просто не найдем. Давай сначала сходим в собор и постараемся там что-нибудь разузнать. Собор. А что не так, Дайн? Ничего, пора идти. Окей. Куда идем? Не то. Типа. Собор. Так, что там? Спойлеры не даем, не давайте. С какой обновой играешь? Да-да-да, та-та-та. Угу. Понятно. Чатик общается. О своем. Вот и хорошо. Главное не спойлерить, и все будет хорошо у нас. Величественная статуя, грандиозный собор. Очевидно, что жители Манштата потратили огромные усилия и ресурсы на их постройку. Но основал ли это Анема Архонт, когда получал дары, и сколько он отдал жителям взамен? Но ведь вера не требует ничего взамен. Пока у богов спокойно на совести, я ничего не могу сказать. Мы переступаем порог собора, не говори ничего плохого об Анема Архонте. Да и к тому же сам Анема Архонт, неважно.
не говорил, что... Я не говорил, что переступлю порог собора вместе с вами. Вы сами сможете разобраться с сестрами. А? Но мы же все делали вместе. Тебе не любопытно? Ты почетный рыцарь Манштата. Они обязательно отнесутся к твоей просьбе с полным доверием. Увидев меня с вами, они могут что-нибудь заподозрить. Потому что они тебя не знают, боишься не понравиться сестрам? Верно. Да, и как подметил твой маленький друг, я могу случайно сказать что-то плохое о церкви. Когда неведущий ступает на святую землю, беды не избежать. Я никогда не испытывал благосклонности богов. И я не думаю, что она может понадобиться мне сейчас или в будущем. Но хватит об этом. Пока мы болтаем, Орден Бездны продолжает действовать. Ну ладно, Тенра, пошли сами, все поспрашиваем. Я должен вас кое о чем предупредить. Не следует болтать перед служителями церкви об оскверненной статуе. Церковь Фавония не сможет обойти эту тему стороной. Их поспешные действия против Ордена Бездны лишат нас элемента неожиданности. К тому же вмешательство в дела бездны, прошу прощения, ни для кого не закончится хорошо. Окей, пойдемте. Поговорим с сестричками. Так. Тут квест. Опять ты пес. Хотя, знаешь, я побродил по миру, Фатуи прикольно выглядит. Мы с тобой еще, может, чуть-чуть сконнектимся. Чуть-чуть. Барбара! Ты у меня в кармане. Почетный рыцарь, привет! Как у тебя дела? Тебе что-то нужно? Но я должна сразу предупредить, что мы никак не можем одолжить вам небесную лиру, даже если она вам очень нужна. Похоже, она до сих пор не поняла, что это просто иллюзия. Мы просто хотим кое-что спросить, Барбара. Ты когда-нибудь слышала о самом... Что? Самом первом культиваторе? А что это культиватор? Что он делает? Ну да. Откуда бы ты узнала об этом? Ладно, следующий вопрос. У церкви не пропадала статуя семи архонтов? Что? Вы пришли, чтобы услышать эту старую историю? Немного неожиданно. Это случилось так давно, сейчас об этом почти никто не упоминает. Давным-давно, как-то ночью, одна из статуй семи архонтов и вправду исчезла без следа. Почти все служители церкви кинулись ее искать, но безрезультатно. В церковных архивах этот случай, как ты могла догадаться, получил имя «Потерянная статуя семи архонтов». Ну конечно. Конечно? Не обращай внимания, у меня есть еще... у тебя есть еще какие-нибудь зацепки? Ой, Пайман не имеет в виду какие-нибудь еще необычные истории. Прости, Барбара, но мы не можем тебе рассказать об той статуе, что мы видели, как сказал Дайн, это для твоего же блага. Еще необычные истории? Не уверена. Дайте подумать. Какие еще странные случаи есть в церковных архивах? Последний гнев тирана? Нет, это из другой эпохи, вряд ли подойдет. Последний гнев тирана? Ох, это история о жуткой опасности, которая поселилась в руинах древнего Манштата, ныне известная как логово ужаса бури. Много-много лет назад были времена, когда на любого, кто проходил к древнему Манштату, с небес обрушивались огненные шары. Огненные шары с небес? Как страшно! Люди того времени верили, что это проклятие на город наложил Архон Бури, потому что они называли его последним гневом тирана. Это странное явление продолжалось примерно год. Никто не знал, что с этим делать, и в конце концов она просто закончилась само по себе.
Это так странно. Именно позже теория последнего гнева тирана была опровергнута церковью. Основным аргументом было то, что Архонт Бури не мог стрелять огненными шарами. Скорее всего, эта катастрофа была вызвана чем-то другим. Эта история вряд ли как-то связана с потерянной статуей, но мне на ум больше не приходит ничего другого. Ничего страшного, все равно спасибо за помощь. Спасибо. Опять я слышу это бессмысленное слово. А, Розария, это ты? Если вы ищете рыцарей Орда Фавониус, то они снова заняты разборками с теми монстрами. Чьими монстрами? Теми монстрами, что пытались напасть на Манштадт во время атаки ужаса бури. Это же Орден Бездны, они опять взялись за старое. Да, они собираются в окрестностях Вельфиндома и распугивают местных волков. Может ли быть, что Орден Бездны положил свой глаз на дух Борея? С какой целью, я пока не могу определить. Магистр Джин уже отправилась в Вольфендом. Мне тоже пора выдвигаться. Тогда я пойду. Магистр Джин сказала, что ты должна оставаться в церкви и продолжать нести службу. Но ведь ты тоже член церкви? Не волнуйся, я тоже пойду помочь. Да, мы тоже пойдем помогать магистру Джин. О, хорошо. Раз уж там будет присутствовать почетный рыцарь. Но прошу, будьте осторожны, пожалуйста. Да хранит вас всех Анемархонд. Ну да. Так. Путите? Ой. Все нормально. Так, давайте я возьму его попутно. Путешественница, мы снова встретились. Поможешь мне, если у тебя и найдется свободная минутка? Награда тебя не разочарует. Почему ты все еще в Манштадте? Кажется, я не сделал ничего такого, чтобы меня выгнали из города. Ты намекаешь на ребят, которые остановились в отеле Гёте. Я про них ничего не знаю. Ну, конечно. Они не связаны с моей деятельностью. Ладно, давай перейдем к делу. Вы, манштадтцы, любите тянуть резину. Помнишь, как мы договаривались в прошлый раз? Ты помогаешь мне, а я делюсь с тобой информацией. Так и на этот раз. Ты принесешь мне манштадтские диковинки, а я расскажу тебе маленькую историю. Договорились? Зачем тебе местные продукты? Да почему же ты так все настороженно? Почему же ты так настороженно ко мне относишься? Не могу же я вернуться домой без сувениров? Ну да. Местные относятся к Фатуи с подозрением. В любой момент нас могут заставить вернуться в Снежную. Почему бы заранее не пополнить запасы? Я не очень знаю Манштадт и не в курсе, какие тут есть деликатесы, а ты, напротив, неплохо разбираешься в местном колорите. Поэтому я решил обратиться за помощью именно к тебе. Я просто хочу купить сувениры. Я правда не планирую ничего криминального. Какой ты пес скрытный. Ладненько. Прошу тебя, поторопись, я буду ждать в соборе. Серьезно, я просто собираюсь купить кое-какие вещи. Ну и что же тут такого криминального? Слышишь, пес, а что ты хочешь? И зачем ты снова помогаешь этому типу? Паймон говорит. Хоть мы и собираем сведения, но как-то это неправильно. А еще им хватает наглости оставаться в Манштадте. Подожди. Почему ты выбрал имена? Хе-хе, наконец-то нормальный вопрос. Мне кажется, что в Манштадте скоро начнут вешать фатуи на столбах. Сестры уже косо на меня смотрят. Еще чуть-чуть, и люди начнут хвататься за вилы. Ты выбрал самое тупое место, где стоять. Серьезно. Это церковь. Ты здесь последний, кому они рады. Кому же, если не тебе, путешественница, я могу довериться в таком месте? Я не понимаю, чем я заслужил такое отношение. Ты Фатуи, Валера. Так. Куда мы идем? Он стоит, ждет нас. мы там общаемся, он стоит. Это знаете, как люди, когда вы их ждете, вы видите этого человека, а он такой,
подошел, начал там с друзьями общаться, и ты такой сидишь, смотришь, думаешь, слышишь, ты собака, я тебя тут жду, ты что там лясы точишь? Так же и этот. Дайслев, прости. Это Фатуи. Я не виноват. Орден Бездны. Я уже успел начать проведение новой операции. Что Орден Бездны уже успел начать проведение новой операции. Это может быть связано с оскверненной статуей. Нам тоже следует пойти. Но зачем Ордену Бездну собираться в Вольфендоме? Они собираются повторить то же, что они сделали с Двалином? Нам нужно еще один ужас бури! Нам не нужен еще один ужас бури. Нет, я так не думаю. В отличие от недавнего подавленного Осиала, Андриус уже давно умер. Сейчас Вольфендом охраняет только лишь его дух. Возможно, Вестник Бездны заинтересовался духом Андриуса, чтобы получить информацию у духа старого друга Анемы Архонта. Окей. Сюда? Подожди, это то? Бездна... Да, это то. Ладно. Куда? Туда. Что-то как-то это не очень получилось. Ну ладно. Хоп. Ух ты, пацаны. Орден Бездны! Вы что за... Не нужно недооценивать. Все. Это нереально же было прочитать, алло. Так, Барбара, хиль, нельзя. Я не... Это реально? Это из-за того, что я возвысился? Все? Теперь меня будут все обижать? Ты можешь отлететь, пожалуйста? Здесь собралось немало врагов. Чем ближе к цели, тем больше появляется врагов. Как же это в стиле Ордена Бездны. Нужно скорее найти Борея. Да, пойдем. Дальше я не пойду. Что? Почему это? Ты боишься пушистых зверьков? Вряд ли это причина. С волками это не связано. Причина в том, что Борей никогда не был древним божеством. Некогда был древним божеством, но затем по собственному желанию стал слугой 7 архонтов. Я никогда не смогу согласиться с его действиями, и я не имею ни малейшего желания контактировать с ним. И кроме того, вы нравитесь людям, в отличие от меня. Ты правда ненавидишь семерых архонтов? Ты правда любишь общаться с людьми? Ненавидишь? В богах нет ничего необычного. Это всего лишь мое мнение. Он по-любому Кенриах, один из Кенриах. Но все же мой совет родом с... мой совет. Рядом с богами всегда будь начеку. Не стоит им слишком доверять, но и не стоит пытаться свергнуть или убить их. Даже если этот бог твой заклятый враг. Не доверяй и не убивай. Странный какой-то совет. Я не могу понять, Дайн, презирает 7 архонтов или защищает их? Почему твое мнение так противоречиво? Не хочу повторять ошибки своих предков. Понятно. Я расскажу вам один последний факт. Что? Какой факт? Уничтожение нации Кенриах богами – это причина, по которой сейчас Орден Бездны стремится уничтожить народы, оберегаемые 7 архонтами. Уничтожение нации Кенриах богами – это причина, по которой сейчас Орден Бездны стремится уничтожить народы. Не понял, это как-то наследие? Бездна — это типа наследие этой нации? Ну хватит болтовни, вернемся к делу. Я позабочусь об оставшихся членах Ордена Бездны, а вы постарайтесь не задерживаться с Бореем. Встретимся у входа в Вольфендом. О, вот и ушел. Какой странный мужчина. Я думаю, я могу его понять.
Да, это правда. Ты тоже всегда на чеку с незнакомыми богами. На церемонии сошествия в Лиюэ ты поступила так же, как поступил Дайн. Когда недоверие, лучше отступить, чем пытаться вести переговоры. Непростая ситуация. Почетный рыцарь, Паймон, что вы здесь делаете? Магистр Джин, наконец-то мы нашли тебя! Розария сказала, что вы тут сражаетесь с Орденом Бездны, поэтому мы решили прийти помочь. В таком случае я буду весьма благодарна вашей помощи. Внезапное наступление Ордена Бездны застало нас врасплох. Они окружили весь Вильфендом. Я собираюсь отправить своих рыцарей в бой. Я только что произвела разведку местности. Не думала, что увижу вас. Розария сообщила мне, что Ордену Бездны нужен Борей. Но какая может быть связь между Бореем и Орденом Бездны? Они просто любят создавать проблемы. Разве им нужна для этого какая-то причина? Орден Бездны уже пытался бесить нас в тот раз с Двалином. Неудивительно, что им теперь понадобился другой кружок Анема Архонта, дружок. Да, может быть, ты права. Как бы то ни было, я должна разобраться с этой угрозой вне зависимости от их мотивов. Почетный рыцарь, пожалуйста, убедись, что Борею не угрожает никакая опасность. Дух этого бога не любит видеться с людьми. Но я слышала, что вы с ним уже встречались. Будет лучше, если в этот раз к нему навстречу пойдете именно вы. Представьте это нам. Хорошо, но будь осторожна. И еще раз спасибо тебе, почетный рыцарь Фавония. Так. Куда мы идем? Мы идем по тропинке. Мы идем... Стоп! Я видел в катсцене здесь трава-светешка. Я не мог ее ставить. Ну что, чать, как у вас там дела? Спойлерите, да? Засранцы. Или у вас вообще не печенье? Уйди от меня. Манштадт. Мне так неохота с Манштадта уходить в Лиюэ, но с другой стороны мне охота с Лиюэ уходить дальше в следующую локацию. Потому что она красивая. Лиюэ вообще... Кстати, я думал о том, почему мне Лиюэ кажется мертвым. Я, наверное, понял. Во-первых, он не так хорошо задекорирован, а во-вторых, NPC. Там добавлено очень много людей, которые просто болванки. С ними нельзя поговорить, с ними нельзя взаимодействовать. Они просто болванки, чтобы было. В Манштадте такого нету. С каждым персонажем в Манштадте можно подойти и поговорить, и он тебе ответит. Это что, новый? Нет, не новый. Вот. Наверное, это еще одна причина, почему мне кажется Лиюэ немножко таким мертвым, непродуманным. Он такой прям промежуточный. Есть Манштадт, есть Лиюэ. Вот я сейчас надеюсь, что я не говорю, что каждый персонаж ты должен с ним говорить, но просто там есть чувство вот этой бездушности, что он никакой. Лиюэ. В целом вся локация. Смотри, это же Эрейзер и Вестники Бездны. Здесь вам не рады. Значит, дух небесного волка начал растить щенят. Он считает себя стражем. Его острые когти явно стерлись со временем былой божественной силы. Со времен былой божественной силы. Мы можем восстановить божественные силы, которыми ты обладал в прошлом. Тебе нужно всего лишь служить нам. Ложь. Ложь. Это и что это за ритуал? Кажется, ему больно. О нет, они пытаются отравить его ум так же, как и Двалина. Волки не сдаются. Но продолжать нельзя. Так, нужно его остановить. Неважно, сколько вы будете противиться нашей воле. Ваши усилия напрасны.
Ну, пес. Пес. Буду дружить. Напрасно. О, тихо, тихо. Не бей меня. У меня уровень мира повышен. Не бей меня. Мне нельзя. Тихо, тихо. Прячься. Все. Спрячемся в ульту. Это единственный выход спасения от дамага, который мне наносят. Так, хилимся. Хилимся. Надо Барбару по КД прожимать, потому что у нее ульта очень быстро набирается. Я так понимаю, из-за мастерства стихии это работает. Тихо, 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 тихо. Барбара, не дури. Как ринг? Ну, ты как бы такой... Не надо больше так делать никогда. Не то, не то. Вот, вот. Биби-биби. Уф, какой ты злодей все-таки. Так, Барбара, не умирай. Так, ты мокрый, да? Ты взмок весь. Спрячемся. Хе-хе-хе-хе. Пока я в ульте, ничего мне не сделаешь. Барбара, ты как-то слишком долго наполняешь все-таки ульту. Как-то я тебя переоценил немножко. Ай-яй-яй. У них там тимплей. О, ты что? Не пугай меня. Шинра Баншо. Идем. У него гидрозащита. Блин, я только допер, простите. Рассеивание дает. Окей. На самом деле, было бы неплохо его поджечь, но уже поздно. У меня дыхи все равно в откате было. Так, Чиори. Ты где? Ты зачем ушел? Где этот собака? Я его убил? Я убил его? Я не понял. Ты знаешь, я его убил? Расскажи. Ну, как будто бы да. Да, все. Церемония была прервана. Как же вам повезло. Как древний дух может иметь столь свирепую волю? Ой, сильную, простите. Не имеет значения. Это всего лишь небольшая перемена, которая никак не повлияет на общий план. Пес. Не вот этот пес, тот пес. Опять исчез. Мы его хотя бы остановили. Спасибо. Вы пришли вовремя. Человеческий лупикал. Мне стыдно представать перед вами в таком обличии. Но все же Вестник Бездны недооценил мою силу. Борей всегда принимает вызов, но мрачный чужак не уважает правила. Я тоже не ждал западню. Ты хочешь сказать, что Орден Бездны подготовил все для порчи сознания Борея, а потом заманил его под предлогом вызова на битву? Ты не виноват. Спасибо, Тенра. Потом мои когти должны стать острее. Ты поймала запах победы, поэтому пришла. Запах беды. Нет, мы просто услышали о беде. Носик Пайман даже не знает, как пахнет беда. Беда-беда. И, кстати, мы пришли не только помочь. Мы еще хотим кое-что спросить. Простите, господин бог волков, вы не знаете что-нибудь о самом первом культиваторе? Никакие человеческие механизмы не достойны моего внимания.
Я не знаю, что есть культиватор. Откуда ты знаешь, что это механизм? Но существует одна машина, сделанная руками человека, которую я никогда не забуду. Она случайно оказалась на моей арене, и я принял ее за взбесившегося, бросившего мне вызов храбреца. Но она не могла думать, лишь сражаться. Все ее части с ног до головы могли только убивать. В конце концов, одна из моих атак сильно повредила ее, но перед тем, как упасть, она успела покинуть мою арену. Судя по описанию, это мог быть самый первый культиватор, да ведь? Она могла крутиться, она могла пускать ракеты. Ракеты? Такое слово мне неведомо. Как и было сказано, механизмы людей недостойны моего внимания. Она могла вращаться, взмывать высоко в воздух и даже пускать огненные шары. Но она была сильнее многих, кто владел глазом Бога. Но все же не была ровней самому Богу. Огненные шары? Постой, мы же недавно где-то такое уже слышали. Все намекает на то, что первый культиватор оказался в Манштате, да? Судя по историям, первый культиватор был намного сильнее, чем все другие стражи руин с конвейера. Но в этой истории он оказался поврежден в бою с волком севера. Я не знаю, но мы помогли. Да, вы очень помогли нам, спасибо большое. Нам нужно продолжить наше суперважное расследование. Хоть Вестник Бездны и ушел, но силы Ордена Бездны продолжают нападать. Берегите себя. Да, я чувствую запах беды. Еще большей беды. Вы двое тоже осторожно. Что ж, нам удалось раздобыть полезную информацию. Быстрее расскажем Дайну. Ну давай. Так, он далеко? Он на телепорте. Так. Какой Гриффиндор? Вы о чем говорите? Бля, отъехал. Что за бал? Я тоже не понимаю, что за бал, что происходит. Дайн, вот ты где! Ты видел магистра Джин? Я увидел ее, но не стал вступать с ней в контакт. Будучи рыцарем Лейного Клыка и действующим магистром Ордена, она бы отнеслась ко мне с опаской. Если я буду неосторожен, то однажды могу стать целью какого-нибудь ее расследования. Вернемся к делу. Я уничтожил некоторые силы бездны, но мне не удалось добыть новую информацию. Надеюсь, вы добились больших результатов, чем я. Путешественница рассказала Дайну о том, что узнала от духи Волчьего Лорда. Понятно. Значит, теперь мы можем примерно определить, где оказался первый культиватор. Что? Правда? Только из истории Борея? Не только. Мы примем всесторонний анализ. Применим. Например, та старая история, которую вы услышали в соборе. Последний гнев тирана. Именно. Странные события, о которых вам рассказывала юная сестра церкви. Долгое время считалось, что это было проклятие, наложенное почившим тираном. Скорее всего, этими огненными шарами были ракеты. Древние жители Манштата не поняли, чем были шары на самом деле. На самом деле, Барбара Пастор шарами ракеты. Пайман поняла. Последний гнев тирана на самом деле ракеты, которыми стрелял сбежавший из Вольфендова культиватор. Должно быть, после поражения в бою с Волком Севера он добрел до руин древнего Манштата и остался там. А потом, когда кто-то проходил близко, бум-бум-бах, он обстреливал кучу ракет, пока однажды не сломался окончательно, и огненные шары перестали сыпаться с небес. В те времена жители Манштата не часто видели стражи руин, поэтому они поняли это явление как последний гнев тирана. Похоже, нам придется отправиться в логово ужаса бури и прочесать там всю местность. Не нужно. Что ты имеешь в виду? Я помню. Что ты имеешь в виду?
Пайман тоже вспомнила. В прошлый раз мы видели одинокого стража руин, сидящего на вершине башни. Такое тяжело забыть. Окей. Так, у тебя новый ранг. Серьезно? Я не заметил. 37-й! Е! Апнулся. Так, можно приблизить, понять. Мы видели. А мы же с ним дрались вроде, не? Так, крутятся всякие песенки по Геншину от ИИ. Нет. Песням по Геншину. Ну, я так себе. Сюда? Мне в логово? В логово уже... Да, мне в логово, окей. Ты настолько преисполнился сюжеткой, что не заметил повышения ранга. Ну, такое. Подожди, это то? Масштаб, ну чисто, но битва с ним среди врагов. Подождите, это же данж получается. Тебе не туда, ниже на 20... Вот, меня показывают. Все. Стоп. Вот это? И не это. К стражу руин. Вот этот, который лежит, чилит. Chill after work, вот этот пес. Ща. Да, понятно. А мы же с ним дрались, нет, когда приходили к ужасу бури? Вот он, да? Ну что ж, попробуй найти глаз с помощью своего чувства стихии. Нету. Ну и что ты видишь? Ничего? А Пайман так ждала. Тогда в чем же дело? Ты уверена, что все сделала правильно? Здесь понадобится другой метод. Осмотр культиватора чувством стихии не поможет, потому что его питают не стихийные элементы. Позвольте мне попробовать. Шайтан. Готово. Мы таких видели. Это же вот эти летающие мобы, у них вот такая штука тоже есть. Это же... Та вещь, которую так отчаянно искал Вестник Бездны. Глаз первого культиватора. Существующий сегодня Стражи Руин просто копией этой машины. Она была прототипом, и ее боевые характеристики не были ничем ограничены. Прототипом? Пайман не знает такого слова. Это еще одно словечко из языка Каэнриах? Согласно предположению Ордена Бездны, если установить этот глаз в руки сокровищной, оскверненной статуи и присоединить конечности Осиала, Архонта Вихрей к самой статуе, то мы получим механическое божество, которое сможет низвергнуть богов Селестии со своих тронов. Нужно остановить Орден Бездны. Да. Но что нам делать с этим глазом? Мы спрячем его, оставим его под охраной в церкви в Фавоне. На самом деле было бы неплохо, потому что Манштадт, по сути, крепость. Плюс там рядом с церковью сидят все ордены, орден Фавонио, все вот эти. Но с другой стороны, тогда люди могут пострадать. А если мы его спрячем, по-любому эти дурачки придут где-нибудь. Ну давайте в церкви. Нет, я буду хранить его у себя. Какой ты хитренький. А вдруг ты пес, мы же не знаем. Что? Ты, Дайн? Надеюсь, ты не собираешься его как-то использовать. Вот-вот. Сомневаться в моих намерениях — твое право. Но я не могу позволить, чтобы он попал не в те руки. Так, может, твои руки не те руки? Где бы мы не спрятали глаз, они его найдут. Что касается церкви Фавония, вы знаете, что я не могу им доверять.
Ну да. Более того, наша работа еще не окончена. Чтобы избежать дальнейших последствий, мы должны позаботиться о оскверненной статуе. Что нам нужно сделать? Нельзя вмешивать церковь. Мы справимся сами. А что касается статуи, мы должны уничтожить ее. Уничтожить ее? Но ведь это статуя 7 архонтов. Это не только культурное достояние, но и божественная реликвия. Ну, сейчас, секунду. Мне что-то странно, у меня кого-то котик тут шалит. Ну, в общем, хорошо. Хорошо, что мы ничего не рассказали Барбаре, иначе сейчас она бы просто сошла с ума. Вряд ли 7 архонтов рассчитывают на то, что я буду заботиться об их статуях. Давайте вернемся в те руины и уничтожим перевернутую статую. Если повезет, мы опять встретим всадника бездны. В этот раз я не позволю ему сбежать. Дай котик мне. Так, я так понимаю, нам обратно в данжик, да? Да. Пойдемте, чё? Так, нам туда. Почему туда, кстати? Это ж не данж, ло. Там дырочка, наверное. Тихо. О, это было случайно. Я не думал, что эти камни можно ломать. Я собираю их, потому что, блин, мне по-любому потом придется что-то качать, и я опять буду это искать. А по пути почему бы и нет? Дырочка. Зов бездны. Ну, пошлите. Вижу дырочку, бегу без раздумий. Просто... Отстаньте. Уф, после всей этой беготни мы снова оказались здесь. В прошлый раз нам еле удалось унести отсюда ноги, и вот мы снова сюда залазим. Теперь нас точно можно назвать храбрейшими искателями приключений в Тейвате. Мы ходили в прошлый раз туда, я хотел туда пойти, а теперь нас пускают туда, чтобы найти ту странную статую. Нам просто нужно следовать по пути, который мы бежали в прошлый раз. Ага, так и поступим, пошли и будем начеку. Путите. Лететь? Давайте я... Ты все испортила, мать. Я хочу взять выше курс. Хотя, я думаю, вон там могут быть сундуки. Ты зачем в дырочку вошел? Держись! Что? Почему она не хватается? Алло! Привет! Меня обманули. Мне говорили, она будет держаться, а она не держится. Получается слабая? Потрачено. Да, я помню на самом деле, что типа в данжах нельзя. Но обидно же. Вроде ничего не пропустил. Секретиков нету. Похоже, мы пришли. Жуткий, безжизненный, темный зал. Теперь я понимаю, о какой злой ауре вы мне рассказывали. О, такое страшное место! Будь осторожны. Не дайте энергии оскверненной статуи овладеть вами. Вестник бездны
Он здесь. Твое чутье не обмануло тебя. Ты такой же надоедливый, как и раньше, Дайнслейв. Враг бездны! Я чувствую, что твоя душа запятната ужасным кровопролитием. Возможно, из твоих самых мрачных кошмаров. Или... О, еще что-то. Что-то намного опаснее. А тебя несет порчей, так знакомые мне. Значит, мы с тобой похожи, мы оба опасны. Но опасность вне Ордена Бездны должна быть поймана и заключена в клетку. Несет порчей только от твоих слов. Пришло время тебя заткнуть. Опять с этим псом. Я устал с ним браться. Он же этот бесполезный. Мы уже мы его победили. Мы с ним разобрались, мы его понимаем, как он работает. Барбару нельзя убивать. Переключись! Мать! Переключись! Переключись! Пути. У него теперь больше дружков, собака. Один не может. Это вчерашний гопник из этого... из спора. Опять бегает. А все. Куда собрался? Руби, пополам. Кто? Это волк? Нет. Ваше Высочество. Что? Это же... Неужели... Итер? Люмин. Наконец-то я тебя нашла. Постой, он только что блокировал атаку против Вестника Бездны? Твой брат с Бездной? Люмин, почему ты с Дайном? Что? Мы не виделись так давно, почему спрашиваем о том, что не имеет значения? Твой брат знает Дайна Тенра? Итер, мы встретились вновь. Что происходит? Дайн тоже его знает? Люмин, тебе не стоит следовать за этим человеком. Он мой враг. Итер. Я не понимаю, Итер. Но я должен сказать это, Люмин. Не пытайся меня остановить. И не пытайся остановить бездну. Ты чё, собака сутулая? Этот человек, Дайнслейв, был известен как Сумеречный Меч, один из королевской стражи последников династии Каэнриах. 500 лет назад он не смог предотвратить уничтожение своей нации. На него было наложено проклятие бессмертия, заставившее его вечно блуждать по пустоши. И он наблюдал, как люди, которых он должен был защищать, превращаются в монстров бездны. Значит, на самом деле Дайн из Каэнриах? Той самой Каэнриах, которая была уничтожена 500 лет назад? И ты сказал, что люди превращались в монстров? Ты хочешь сказать, что Пайман и Орден Бездны не просто имеют какое-то отношение к Каэнриах, а что это и есть народ Каэнриах? Вот оно как! Я же говорил, что это последствия бездны, но я не думал, что это прям их народ. Ну, Дайн твой враг. Пайман совсем ничего не понимает. Так, идем со мной, Итер, пока пора возвращаться домой. Да. Дом? Да, конечно. Дом — это то место, где мы вместе. Но я не могу покинуть этот мир с тобой в поисках нового дома. Пока не могу. Пока имена богов не канут в бездну, я буду сражаться с небесным порядком. Тебе что, голову промыли, дурачок? С небесным порядком? Послушай меня, Люмин.
Я уже закончил свое путешествие по этому миру. Закончи и ты его. Только тогда ты сможешь познать истинную природу этого мира. Ты что, собака? Какой пес? Мы встретимся вновь. Торопиться не нужно, сестра. Времени, чтобы дождаться вас, предостаточно. Ты чё, собака? С ноги ему! Просто разбегись с ноги. Времени у нас всегда было достаточно. Шапалаха ему. Не знаю, что-нибудь. Вошел в дырочку. Не вошел! Вроде как будто бы вошел, а нет. Они ушли? Ох, не расстраивайся, Тенра, мы обязательно их отыщем. С другой стороны, нам удалось раздобыть кое-какую полезную информацию. Да, правда? По крайней мере, теперь, помимо 7 архонтов, Дайн тоже стал ключом к поискам твоего брата, правда? А нужно иметь это в виду, когда мы достигнем Инадзумы. К нашему путешествию добавилась еще одна цель. Точно, кстати, ты что-нибудь поняла из этой неразберихи, что они несли? Мне не было дела ни для чего, кроме брата. Я охренел по поводу брата. Тогда давай попробуем разобраться. Путешественницы Пайны стараются вспомнить как можно больше подробностей. Во-первых, Вестник Бездны называл твоего брата принцем. Похоже, твой брат ведет Орден Бездны за собой, и даже сам всадник Бездны отчитывается перед ним. Но опять же, мы не знаем, является ли он главой всей организации. Еще твой брат сказал, что хочет, чтобы имена богов канули в бездну, и что он будет сражаться с небесным порядком. Что все это значит? Неужели он хочет уничтожить 7 архонтов и все 7 королевств? Далее, оказывается, после уничтожения этих наций народ Каэнриэх превратился в монстров Ордена Бездны. Это просто ужасная история. И сам Дайн тоже оказался из Каэнриах. Он стал свидетелем ее уничтожения 500 лет назад, но он не превратился в монстра, и поэтому теперь сражается с Орденом Бездны. Получается, поэтому твой брат сказал, что Дайн его враг. Но почему же он противостоит Ордену Бездны, если монстры Бездны — это те же люди, которых Дайн поклялся защищать столько лет назад? И как так получилось, что твой брат, которого мы так долго вместе искали, оказался на стороне Ордена Бездны? Появилось много вопросов, мало ответа. Да, согласна. В таком случае нам нельзя вешать нос, Тенра. Наше путешествие не окончено, нужно продолжать идти вперед. Да и пора уже выбираться из этого темного ужасного места под теплые лучики солнца. Если твой брат хочет, чтобы мы достигли конца своего путешествия, то давай покажем ему, на что ты способна. В путь, Тенра! Окей. Мы встретимся снова. Угу. О, на этот раз сундук дали. Это я одобряю. Так, смотрим. Секретиков нету. Давайте потрогаем. Можно потрогать? Нельзя. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Так, давайте я почитаю теперь чатик. Банан заряжен. Кто кого? Мне так странно смотреть реверс-сцены. Ты играла за мальчика. Пошли в Инадзуму. Лайка Тенра попадает в дырочки, также и бананы попадают в дырочки. Эй. Ну да, в принципе, согласен. За что баны кому? Мне за намеки. Соната, не дури. Забаним. Тенра, как тебе сюжет? Классно,
немножко неожиданно. Мы уже вроде как видели одну кат-сцену, где мы видели брата со спины, и он там стоял с какими-то засранцами. Вот, я подумал, что он пес тогда. А он, оказывается, прям пес-пес, и это прям печаль какая-то. Он проснулся раньше. В теории, конечно, да, он знает больше и понимает в этом мире больше. Но с другой стороны, бездна — это прям плохо. Как бы то ни было, тут сейчас уже живут другие люди, нормальные обычные люди. Если он хочет всех поубивать, то, ну, это беда. Также к архонтам не скажу, что у меня есть много вопросов. Так или иначе, они защищают людей, которые здесь живут сейчас в Тейвате. И уничтожать этих богов я не вижу смысла. Я не видел, чтобы боги сейчас сделали что-то плохое. Да, был Двалин, который вредил людям, но опять же, он делал это из-за бездны. Поэтому, ну, такое, не понимаю пока. Тенры, как дела? Все нормально, как твои? Это очень крутой момент, Тенры, давай рассказывай. Что скажешь по поводу сюжетки? Ну вот я сказал, рассказывай, что понял. Вот что понял. Превьюшка. Превьюшку, да, надо сделать. Но мы ее сделаем в Манштате. Мы ее... Ой, давайте вот этот телепорт откроем сначала. Вон туда. Вот. Так, опоздал. Да, ты опоздал уже, 1:45 идет стрим. Буб Тенры, я проснулась. Доброе утро. Так, чё? Реферат на тему пиши теперь. В смысле? Ну смотри, нормально мы тебя от спойлеров защищаем, раз это неожиданно для тебя было. Ну, да. Получается. Ой, там дядька. Го дружить. Здрасте. Проснись. Бей, бей. Не уходи. Иди сюда. Можешь в зону попадания... Ты куда бьешь? Ай, надо было вернуться. Да не того бей, алло. Так, давай сначала подожжем его сейчас. Вот так вот. Давай, сейчас. Жжем. Сахароза. Ультуй, в огонь его. В огонь. Огонь. Почему огонь не... Почему... Мне надо потом вот сюда бить? Нет. Что-то я не совсем понял, как срабатывает. Надо будет потом попробовать, наоборот, повешать ульту Сахарозы, а потом огнем жахнуть. Я, конечно, вроде таких уже убивал, но по ощущениям как будто стало сложнее. Из-за того, что мир повысили. Они, персонажи у меня не вкачанные. Мы же пойдем когда-нибудь в Инадзуму, и там же мы прокачаем уже Чиори. Так. Так, ой, давайте я прочитаю, а потом включу озвучку. Так. Видел бы ты, что... Так, тихо. Сделай превью с братом. Можно, кстати, да. Я уже привык смотреть в ТикТоке и ждал там. Но тебе надо подписаться на Телеграм, будет проще. Потому что я там делаю анонсики, там была информация о том, что какое-то время стримов не будет в ТикТоке. С понедельника будет опять стримы в ТикТоке, поэтому... Если это важно. Ну что, давайте, наверное, я сейчас пройду один квест. Монстры... Делик. Языковой обмен, вот. Мы его пройдем, я открою мир, мы потратим смолу, сделаем 1-2 крутки и конец будет. Так, не говорите, чтобы стрим шел дольше. Нет, так не работает. Тогда тебе надо свою прогу улучшить, чтобы она удаленные сообщения не таращила. Я не читаю, я не смотрю в чат, который видите вы на экране, я его не вижу. Мой телефон нагрелся от Он горячий немного. Ты смотри аккуратно, он может бахнуть, чтобы сильно не перегревался.
Так, Гав кредит нас загоняешь, ты, наверное, потом процент берет. Правильно? Прошел бездну за Янку и Лизу. Наверное, это хорошо. Ну как прокачаем, если таланты, но не уверенно босс. Кстати, надо будет прокачать эти таланты. Забыл. Артефакты. Эй, путешественница, я здесь! Говорит Элла Маск. Осторожно, не спугни вон тех хиличурлов, почему ты постоянно без разговоров крушишь их лагеря? Диалоги те же самые. Ладно, это не важно. Я уже давно учу язык хиличурлов, и сейчас наконец-то смогу попрактиковаться с носителями. Это 100 раз интереснее, чем учить язык по скучным книжкам. А тут целый лагерь хиличурлов. Я не могу упускать такую возможность. Ну что, путешественница, поможешь мне пройти в их лагерь и найти для практики хиличурла? Ну давай. Постой, не надо. Скажи, ну кто... Может быть, мне нужно выбрать второй вариант, чтобы история двигалась? Кто научил тебя так грубо с ними обращаться? Давай соберемся вместе и пойдем туда. Выцепим какого-нибудь хиличурла и вежливо ему представимся. Ну давай. Пойдем. А где? Вот этот. Смотри, вон тот хиличурл не спит. Пойдем поздороваемся с ним. Осторожно, не разбуди других хиличурлов. Это невежливо. Нельзя допустить, чтобы они подумали, что мы агрессивно настроены. А то мы точно не сможем с ними поговорить. Ну, сейчас опять они нас нападут, все дела. Я же нажал. На пафосе опять идем. Ругается матом. Она ругается на него матом. Они обмениваются матами. Ну, понятно, он... Ух ты, кажется, он меня понял. Смотри, он хочет нам что-то показать. Это оружие! Путешественница на помощь! Как всегда. Как всегда. Так, тихо. Вот это. Хилка. Ты зачем там стоял, дурной? Я попробую другой вариант в следующий раз. Хорошо, что ты была рядом. Боюсь представить, что бы они со мной сделали. Вроде бы я все сказала правильно. Может быть, дело в моем произношении? Наверное, стоит пока поучиться по книжкам. Давай, мать, иди. А ты куда? А ты нормально, что ты бежишь куда-то? Ты куда? Ты куда бежишь? Тебя сейчас украдут тут. Куда она бежит? Ладно. Так, альтем. Так. Ой, тут слишком много. Давайте я включу чатик и все. Еплай говорит Ц кринж. Еплай говорит Тенре, не надо следить за маленькими девочками. Я так и знал. Аня Мика говорит, так не его же ребенок, одним больше, одним меньше. Эй. Кирару говорит, Кирару может зайти. Backhand index pointing right light skin. Кирару может зайти, если она успеет. Будет рандом, поэтому без обид. Папа Деймер Пап говорит, ладно, я пошел часку качать, я потом лучше с самого начала запись стрима посмотрю. Да, давай. Так, сейчас я заберу награды. Вот сюда. Получить. Ага. Гайд. Ух ты, мы встретим... мы прошли сюжет, поэтому нас это... Пролог. Подожди, а это что? Санатамик говорит, я не в игре. Морскую даль. Это Инадзума, да? К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награды. Гильдия благодарит тебя за выполненные поручения. Вот твоя награда. Санатамик говорит, Доа. Так. Ранга приключений. Сюда. Сюда. Как много. Так.
Ага. У меня здесь была проблемка. У меня кто-то... Экспедиция завершена. А, все нормально. Получить все. Повтор. Подожди, а у меня опять там не стало? Экспедиция. Да. Так, смотрите. Я буду, наверное, собирать ингредиенты для готовки какие-нибудь пока. Или цветочки. Нет, вот эти цветы мне для кого-то нужны были. Созвездие путешественника активируешь. Геа и Анимо. Да. Давайте вот эти цветочки. Дахи цветочки собирай. Эшли говорит, малыш, ты еще Тенра в Геншине, хе-хе-хе. А я вот умничка. Ты засранка. Так, вроде бы все активности мы выполнили, я правильно понимаю? БПшечка. Вот. Да? Да. Достижение. Насмешка над силой богов. Узнайте о плетении судьбы. Туши свет, чудила. Одолейте вестника бездны. Блин, почему я раньше не читал это? Тебя теперь в Геншине, поэтому сам мы встретимся снова. Завершите главу, мы встретимся снова. Окей. Блин, надо было читать раньше. Эндрюс говорит, смолу осталось слить. Да. Драконье копье, соберите оружие из останков дракона. Керлиф говорит, это озвучка так смешно, наши хехихи озвучивает ахахах. Ага. Санатами говорит Тенра, а у тебя уже есть какие-нибудь карточки? Для игры в призыв семерых вроде нет. Я такого ничего не помню. Как это посмотреть? Би? Санатамик говорит для профиля. Для профиля? Именная карта. Оно? Ну вот. Все, больше ничего нет. 3 штучки. Но мне вот эти не нравятся пока, поэтому я их уже видел. Я вот эту себе оставил. Обычно. Так вот, чатик. Я сейчас через 20 секунд открываю доступ к себе. Поэтому кто успеет, то успеет. Ты молодец. Кстати, блин, надо было тоже попробовать. Озвучку делала Линит. Все. Я сейчас открываю. Тогда ждем карту Тиари. Да. Аня Мика говорит, ничего себе. Эшли умничка. Ну что, дети, вы готовы, дети? Свободный ход через 3, 2, 1. Кто это? Кирару. Кирару, быстрые лапки. Мика. Санатамик говорит, не готова. И Даджал. Даджал, я правильно читаю? Какая малявка. А ты кто из чатика? Это ты? Санатамик говорит, у меня игра не Кирлайф, это ты? Ну тут извините. Прикольная осьминожка. О, а почему у вас? Кто это такие? Это, подождите, это у вас у каждого такой штука или это все Кирару? Я тоже таких хочу. Говорит, Ямай опять не успел. Имписчика. У тебя лапки слишком медленные. Так, ну что, смотрите. Опять не успел. Давайте сделаем так. В смысле, 20 сек не прошло. Прошло. Санатамик говорит, возвысить. это мобы фурины. Аня Мика говорит, цветочков не хватает. 3 штучки. У статуи... О, пойдемте вон туда. Статуя ветров... Ну, я знаю, где она. Мы сейчас возвысим Сахарозу еще дальше. Статуя... Вот это, да? Эшли говорит, засранец ты. Я нет. Санатамик говорит, а Даджал это кто? Это, я так понимаю... Говорит, жаль, вот он. Что у меня нет второго гаджета, чтоб с Тенрой поиграть. Это не ты. А кто? Я не помню просто. Это кто в чатике? Отзовитесь, чтобы мы понимали, кто это. Кого винить? 2? И вот еще. Эшли говорит, госпожа, ты успела, а я не. Так, все, я плачу. Все. Так, теперь Би. Ой, Си. Почти вокруг каждой статуи Архонта в Манштате. Прикольно. Сахароза. Возвысить. О, какая Сахароза раскачанная. Просто VIP. Епрлай говорит, так что по другим тоже можешь пройтись. Сюда. Эндрюс говорит, ох, 70-й. в Надзуме каждый храой Кайраги будет булить Чари. Санатамик говорит, это может быть кто-то левый.
Нет, он же у меня в друзьях, он не может быть левый. Не понял. Керлив говорит, Го уже 70. А, мне дали Аня Мемору? Мика говорит, у меня реакция мангуста. Мгм. Ну, вот эти штуки мы уже находили, да? Попрыгуний 60 левел. Это вот эти штуки, мы их убивали, да, понял. Вот это мы знаем, вот это мы знаем, вот это мы знаем. Окей, ладно, мы не будем пока на ней зацикливаться. У нас есть еще Санатарий Барбара. говорит, чат. Кто доджал. Давайте вот это вот поищем. Вот его пойдем убивать. Пойдемте. Потому что надо попрокачивать. Жилы закрывать не Аня так Мика интересно. говорит, это Данияр. Это Даниэр, окей. Эшли говорит, та у меня тоже, а 20 сек не прошло. Ух ты, я вижу, Я как угорелая вижу. побежала за планшетом, чтобы успеть, засранец Тенра. Так сама же виновата. Санатамик говорит, о. Блин, Санатамик он меня в говорит, прошлый раз посмотри, убивал. какой босс Барбаре нужен. Я уже посмотрел. Вот этот босс, который меня убивал тогда. Сейчас будет все зависеть от того, насколько меня будут спасать. Эшли говорит, я не виновата. Подожди, а где он? Засранец. Эндрюс говорит, да вас вот. просто пинг забулил. Почему игра лагает? И зачем игра так говорит, делаешь? чтоб двух зайцев, так сказать. Убийцы нашей Родины или глупцы, которые вторглись в воды Цинцы. Чистая вода способна принять множество форм, в том числе форму живых существ. Вода накажет тебя. О май. Эшли говорит, госпожа, не спасай его за лесу. Керлив говорит, Тенра, у тебя в друзьях есть Тамари. Тамори? Не знаю. Понятия не помню. Земные существа, лишенные земли под ногами, становятся беспомощными. Да не, нам с этим все нормально. С этим все хорошо. Го дружить. Она на самом деле самая бесячая, потому что ее нельзя быстро убить. Сила воды в том, чтобы принимать любую форму. Ее нельзя быстро убить, а она вот этими фазами своими, от этого она бесячая. Ух ты. Санатамик говорит, кстати, мир... Не знающий по-моему, подлинную можно ценность открывать воды только никогда друзей. не поймет, Да? насколько она ужасна. Ужасно? Я неправильно прочитал, да, там что-то? Посмотри, что будет, если почву под ногами потеряешь ты. Открывать только для друзей, да? Да. Нет? Не знаю. Сила воды в том, чтобы принимать любую форму. Кременев говорит, кто взял мою нахиду. Нам нужна всего лишь небольшая тихая заводь. Как она грустно это сказала. Получено. А что мы искали, я забыл? Вот эти, не вот эти, да? Подожди, фрагмент лазурит. Можно? Ой-ой, меня бьет. Можно меня не бить? Си. Барбара. Возвысить. Да, мы его искали. 6 раз. Можно создать его еще. У меня по-любому кусочки есть. Мы сейчас... А вот это в лагере Хиличурлов, да? За звездную пыль. Ой, ну давайте возьмем. Лишним не будет. Все, осталось только грибочки. Осталось... грибочки не проблемы. Это те, которые на стенах, да? Фременит говорит, Да, осуждаю под крышами четырех игрока, домов. смайл улыбка. Вот это... Санатамик говорит, тебе еще грибы собирать. Да, это не проблема, они же в Манштате в куче растут. Пойдемте отхилимся, наверное. Аня Мика говорит, Кирару шалунишка. Почему? Что она сделала? Мы сейчас ее накажем и все. Поклониться. Ой, да все. В наличии 10 штук у меня? Ничего себе. Но это не так, как не столько, сколько хотелось бы, да?
Санатамик говорит, ты можешь камушки перекрафтить с другой Да, стихии я знаю, я Гидры на знаю. верстаке. Я знаю. С другой Еплай стихии. говорит тебе Я не еще хочу с другой кусочки стихии, нужно потому синей. что этот... Аня Мика говорит, я тебя Мне потом для другого понадобится, и мне опять надо будет Эндрюс лучше говорит, использовать, что Барбара, есть. единственный 4-звездочный ПКРС в игре, имеющий анимацию ульты, как у Лек. Одобряем. Эшли говорит, не надо Такая, его хилить, муа. засранца. В лоб. Муа. Санатамик говорит, а кстати, точно ведь. Так. Где бездельник? А, вон он бежит. Здрасте. Кто дружить? Аня Мика говорит, помрет же. Кто? Кто Керлин отреагировал? говорит, разрабы хотели делать ульту и для 4-звездочка персов, но потом поняли, что денег не хватит. Да, конечно, денег не хватит. Я думал, Эшли туда говорит, это летит. пускай, засранцам так и надо. Аня Мика говорит, Тенра ешь. Что есть? А, этот. Хилится. Еплай говорит, бедная маленькая инди-компания Хойверс. Угу. Эх уж эти инди-компании китайские, которые зарабатывают миллиарды миллиардов. Эндрюс говорит, а тогда денег и не было у них, все миллиарды были заработаны Геншоном. А, от этих шариков надо убегать, да? Я думал, так чьи-то из Ты вас. можешь подбирать кристаллы после Геа, хоть какой-то щит. Хорошо. Ну я подбираю, что могу. Еплай говорит, у них уже Ханкай же был. Нет, Ханкай же после. Это после того, как они Геншин сделали. После успеха Геншина они делали Ханкай. Вот бы еще эти кристаллы. Вот эти штуки появляются. А можно 5 Еплай сразу? говорит, у них 2 Хонкая, Старил и Импакт. 1. Зурабит говорит, Геншин сделали на деньги от Зонкая. От Зенкая? Я не знаю такое. Санатамик говорит, после Геншина Ханкай. вышел Ханкай Стар Рейл, Всё. а Ханкай Импакт был первый. Зурабит Ханкай говорит, Star Rail вышел после Геншина. Эндрюс говорит, у них был Ханкай Импакт, Да. потом Геншин, а уже Да. потом Ханкай Стар Рейл. Да. Керлив говорит, ОА, это Они же бутоны, как, мне все говорят, появляющиеся что из типа Дендра и Гидра. Ханкай Star Rail это типа их детище, которое вот Санатамик самое говорит, я любимое, так когда у них сказал. уже деньги были, они там от души это все делали. А на Геншине они типа деньги зарабатывали. Но меня Геншин устраивает более чем. Керлив говорит, а потом Зе. Го дружить, го дружить, го дружить. Зураб, а скажи мне, пожалуйста, интересную вещь. Ты с ютубчика пришел сюда? Санатамик говорит ЗЗЗ. Ай-яй-яй, а от этого можно как-то увернуться? Эндрюс говорит, в Старейле меня отталкивает коридорность и пошаговая боевка. Не, я к пошаговой очень хорошо отношусь, я очень люблю Fallout. Ну, первый, второй, не вот эти. Зурабец Вот, говорит, поэтому тут нет, вопросов я нет. Санатамик говорит плюс. Эшли говорит, побей его немножко за меня, госпожа, чтоб не был засранцем. Эшли, прекрати, пожалуйста, ты уже перегибаешь, уже давно это. Не надо. Она такая прикольная. За эту мелочь. Гидроохотник.
Бегим, 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 бегим. Ну это нереально, она бьет на всю Санатами говорит, карту. у меня есть Акк и в Старрелл, и в ЗЗЗ, но я их все бросила. Как от этого уворачиваться? Эндрюс Можно говорит, прыгать или бананчик как? не злочишь. А, на shift, наверное. Это нереально подгадать. Сергей Горюн говорит привет. Привет. Эшли говорит Нет, я привет, местный. шутку. То есть, Ола. Зураб, ты И меня пошутить нашел нельзя на самом пытаться. Трово? Как-то так, да, вышло? Кирлив говорит, а любимый Геншин оставила. Да нет, Геншин, ну, типа, для меня пока контент нормальный, то есть это контент, который изначально у них был, у меня вопросов вообще нету. Поэтому, как бы, все ок. Наталья говорит еще от Кура Games Weathering Waves. Я чуть-чуть поиграла через русификатор, но потом удалила. Эх. Зурабик 5. говорит, да, была ссылка на твой канал. 1. Подожди, ссылка на мой канал? Где была ссылка на мой Эндрюс канал? говорит, Не после понимаю. Генша я попробовал ТОВ, и после него мои эксперименты типа попробуй новую гачу. Я просто не закончились. разбираюсь в этих, Сергей Горюн говорит, Зельда лучше. в механиках Трова, потому что я вот Санатами только-только... говорит, да блин, точка Геншин, книгу вторая нашел. игра хуёвая, Записи они ученика. ещё лихие были. Круто! Надо устроить уже стримчик по чтению, чтобы почитать, потому что у нас говорит, миллион было бы книг. интересно посмотреть твою реакцию на Фонтейн. Но Я- это, походу, годик еще ждать придётся. Да не, ну хорош чат. Эндрюс говорит, у них был Ханкай Импакт, потом Геншин, а уже потом Ханкай Стар Рейл. Да, так и есть. Зурабит говорит, на главной странице была ссылка. Типа рекомендация, понял. Ну, я рад. Рад, что ты попал. Я думал, ты кто-то из наших перешел на Трова. А ты прям местный трововец. Фремени это говорит, радует. сейчас кроме Геншина больше ни во что не играю. Керлив говорит, Тенра, а тебе нравится лор в книгах? Да, очень. Там Зурабит есть несостыковки, говорит, но мне вначале был нравится. Ханкай Гакуин 2. Ой, я таких вообще не слышал. Зурабит говорит, потом Ханкай Импакт 3. Вот такого я не слышал. Эндрюс говорит, таблин. Ух ты, смотрите, ловец снов это же, да, типа, красивый. Тоже такой хочу. Санатамис говорит, но. Но. Всеми играми Хуёверс занимаются разные команды разрабов. Просто одна компания. Щиты красивые. Подождите, давайте я посмотрю. Он у меня вообще есть, друзья? Да, у меня есть, друзья. Все, мне же сказали, это же Данечка. Я забыл. Какой у меня маленький демаг с вами, вы не представляете. Точнее, у меня не маленький демаг, враги сильные. Мне тогда, кажется, Соната отправляла то, что там чем больше людей, Сергей Горин тем больше у говорит, них а атака Геншин и хп. персонаж гном. Ну да, я тут вообще бесполезный, я просто мебель. А чего он не пропадает? Говорит, у Куры, кстати, топовая игрушка есть наказание Серый Ворон. Санатамик говорит, да, отправлял. Да, вот, я помню, видишь, я читаю Кирлив все говорит, комменты. какие разрабы молодцы, и почти каждому НПС историю придумали, и куча книг прописали. Угу. Эндрюс говорит, Очень в люблю. Геншоне нет гномов, только лоли. Такую. Я очень люблю, когда вот такие истории добавляют. Меня очень смутило, потому что мы прочитали недавно историю про меч, который рушит, ломает любой лед, а он нифига не ломает. Вот это было обидно. Я считаю, это прям беда. Сколько? 3! Спасибо, игра. Так, Кирар, ты сейчас ты едешь. Еще один раз можем сходить. Но я так полагаю, мы не пойдем, потому что у нас есть все ресурсы. Это Барбара. Да, у меня ровно 6. Давайте сделаем так. Сейчас я ее возвышу, а потом посмотрим, что еще нам нужно будет, чтобы не это. Мы идем в Манштадт. На самом деле и в Манштадте, и в Спрингвейле там этих В много. Генше 3 модельки женские, и только 2 модельки мужские. Еще и мужских персов мало. Обидно. Вообще не обидно. Кирилл говорит, ты мне угрожаешь.
Что? Сергей Горюн говорит, у меня шиза. Почему? Что не так с твоей шизой? Так, мои грибочки не трогать. Чат, мой Санатамик грибочек не говорит, трогать. таланты качай Сахарозе и Барбаре тогда уж. Хорошо. Кирару говорит, ты сказал Кирару, ты сейчас отъедешь. Я тебя предупредил, потому что у тебя хп мало, мать. Ты чё? Ты чё, на меня Николай наехать говорит, решила? Нахиду бери, чтобы грибы собирать. Да, я так справлюсь. Слизь. Хотя, может, все-таки стоит взять. Да, не ешь. Короче, ладно, я возьму нахид. Кирару говорит, у Хутао так на мана, так и должно быть. Она же говорит, мазохистка, за целый год точно. Только 1.5 звездочка мужской перс вышел, жалко и обидно. Санатамик Так. говорит, на мельнице много. Зурабит говорит, в Ханкае 3 вообще один мужик на кучу тянок. О. Ты почему не собрала это, мать, ты чё? Не дури. Я тебе зачем поводил вот так? Собрала? Собрала. Мне так нравится, как лольки тут бегают, такая милота, не могу. Пошлите на мельницу. Ну да, там, кстати, на всем пути мельниц растет он. Видел, блестело же. Санатамик говорит, Нахида собирает 5-6 одновременно только. Но это больше, чем... Еплай говорит, а еще модишь на Эль брать, и тогда они подсвечиваться будут еще. Подсвеч... Блин, я не могу камеру выше поднять. Серьезно. Керлив Так. говорит, в ЗЗЗ хотят бесплатную ивент Лего подарить, ну почему не в Геншине? А я... Игра, ты что? Не дури. Эндрюс говорит, есть еще в Спрингвейле грибы. Да-да-да, Спрингвилли тоже много. Но на самом деле, мне кажется, мне уже хватает. Барбара, да. Да, мы даже собрали больше, чем надо. Возвысить. Какие мы сегодня продуктивные. Киряу? Санатамик говорит, зачем в Генше бесплатка? Персов и так много. Да, нам вот это вот теперь... Ну, это же мы можем также трансформировать, да? Да, и вот того же убивать. И у нас, в принципе, все ресурсы есть. Грибы собрать не проблема. Онечан. Давайте-то его все-таки еще раз убьем. Керлив говорит, Тенра, у тебя есть Нахида. Да. У меня... Я могу... Давайте в конце напомните, я покажу всех своих персонажей, чтобы те, кто не видел. Санатамик говорит, таланты. Кто там у меня поручение выполняет? Эндрюс говорит, в Гаш не давали Легу халявную из стандарта недавно. Ой, это же не тот персонаж. Так, как? Оу. Отстань. Л. Так. Кого бы, может быть, мне взять кого-то этот? Еплай говорит, интересно, почему некоторые сообщения прям громче озвучиваются или у меня глюки. Она иногда с интонацией Санатамик говорит. говорит, Элой ага. Давайте попробуем с Сахарозой. А, против воды и воздух не очень, да? Вообще, в некоторых играх как бы воду надо бить Эндрюс воздухом. говорит, это потому что стотит знак. Ну, попробуем. Санатамик говорит, меняй. Бум! Санатамик говорит, помянем. Да что? Смотрите, она же мощная у меня. О! А ты нас тоже хилишь? Еплай говорит, ну-ка, проверка интонации. Да, она от восклицательных знаков восклицает прям. Еплай говорит, работает. Санатамик говорит, там вода, она раздувать будет воду. Ани Мика говорит, Ну, значит, я тебе хорошо. щит даю. Спасибо. Ну как-то я не чувствую свой дамаг вообще. Я не наношу ровным счетом ничего. О, если прыгнуть, дамаг не проходит. Надо было просто прыгать, серьезно.
почему вы мне не написали, алло? Санатамик говорит, вода против воды, точка, ну да, ну да. Не-не, у меня же воздух. У тебя такой пинг? Санатамик говорит, Тенра, Ой. у тебя щит от Мики. Спасибо, да, я Николай понял, она говорит, сказала. на тебе щит был, поэтому до мага не А, вот это, и вы про это, Азумика все, все, говорит, все. ты под щитом, Все, поэтому до маг не идет. все, я понял. Спасибо за щит. 安全検知確認6308式ユニット吸引テスト開始静かな水を求めること許されぬ Все. Так. Сколько дали? 2. Ну, окей. Какие мы сегодня молодцы. Эндрюс говорит, у тебя у сахара идет урон от рассеивания и урон поглощенной стихии. Вот ее нет, потому что гидра по гидра. Возвыси любого гидроперсонажа до 3 фазы, кроме путешественницы. Окей. Возвысьте любого анема персонажа до 4 фазы, кроме путешественницы. Подожди, а что там, Так, опыт. Возвысьте 3 персонажей до 3 фазы. Повысьте 3 персонажа до 60 уровня. Прикольно. Хорошо, хорошо. Так, куда мы идем? Мы теперь идем туда. Мы сейчас попробуем трансмагриф... это не так называется здесь, да? Алхимия, в общем. Так. Алхимия. Огонь и вода, земля и ветер. Сотвори для меня то, что я желаю. Я желаю вот таких штук. Вот таких штук. Анема. Она же анема, да. Вот. Я могу их сделать. 4 штуки. Мне сколько надо? А, нет, Барбара же, она же не анема. Алло. Мне нужно 2. 2 этих лазурита. Вору надо. А чтобы прокачать тебя, мне нужно вот бирюзы Ваюда. Давайте, блин, на самом деле я бы, конечно, прокачал бы. Просто Барбару я по-любому уберу так или иначе когда-нибудь. Сахарозу я пока не планирую убирать. Эндрюс говорит, ой, мы Тенры задолжали 20 минут. Беда. Какие 2? Вы чё? Говорит, Ах, вы засранцы! Сидите, молчите, я все пропустил. Ладно, не будем ничего тогда делать, все. Мы будем это... О, красиво. Мы будем крутить и выходить. Вперед и ввысь! Возвысьте персонажа до 4 фазы в первый раз. В смысле, зачем? Вы что? Гидроохотник. Одолейте каждый вид гидромимика, который может призвать океанит. Прикольно. Епролай говорит, ничего не должен, ничего не знаю, и вообще я в другом. Все должна, алло. Душой будешь расплачиваться. Вот. Тенры, будто разрушили веру в Деда Мороза. Ха-ха. Так и было. Крутим-вертим. Сахарозу. Хотим сахарозу всем чатиком. Если мне выпадет опять этот пес, я психану. Металлическая тень. Эндрюс говорит, самому работать идти надо. Ну, предвестник зари. Кирлиф говорит, хотим Арарона. Да не хотим, отстань. Санатамик говорит, крутите барабан. Эшли говорит, не. Дубина переговоров. Алло. Епролай говорит, если выпадет пес, то чат психанит. Эпос о драконоборцах. Кирлиф Последний. говорит, сахар, хотим сахар. Хотим сахарку. Сладенького чуть охота. Нет, меня игра игнорит. Клятва стрелка. Санатамик говорит, сектор Так, здесь приз нет. на барабане. Сектор Эшли лошар на говорит, барабане. Арарон. Эндрюс говорит, сектор приз на барабане. Лук ворона. Так, сколько у меня еще есть времени? Еще 2 дня 8 часов. Нормально. Мы еще крутанем чуть. Часка. Ой, часка. Сахароза, алло.
Получается все? Получается так. Получается все. Чатик, все. Спасибо большое, что помогли поубивать босса. Это самый назящий босс на самом деле. Нет такой буквы. Нет такой буквы. Ахаха. В общем, спасибо большое. Всем пока. Я говорю вот этим господам и дамам. Выход. Запретить и теперь покинуть. 今のうちに急いで研究ノートの整理を Алло, やってと Еплай говорит ББ. вы чё? Сломали Санатамик все? говорит пока. Все. Ну что, превьюшка, подождите, вот я что хотел. Где-то вот здесь. Сейчас мы ее сделаем. Да, вот здесь. Керлин Так, говорит теперь. покатики брыше сахара на акк. Санатамик Так. говорит все снежного воскресенья и хорошего понедельника. Да, снежное воскресенье. Да, вот. Еплай примерно. говорит выгнал всех и говорит мы сделаем. Санатамик говорит вечером стрим будет. Посмотрим. Так. Давайте я встану вот так. Мы сделаем escape, мы сделаем камеру. Очень мощная. Так. Кирлив говорит о превью с Alt-C, братом будет. Ctrl-H. Киреру говорит чат. Превью с братом, не Кириллу знаю, говорит, посмотрим. Да, спасибо. Санатамик говорит Тенра. Да. Дани Ярши и Марденауф О, говорит, как мы хорошо сделали было. совместное фото. Еспур Плицринг. Ой. Санатамик говорит давай возле сердца. У кого фетиш на ножке? Эндрюс говорит... Превьюшка для «Ой, он фетишистов. придет, Консту твою сожрет. Где? Как увеличить? Во. Фетишисты плюс в чат. Так. 歩む道も Не совсем то, что я могу вот так вот сделать с этой стороны, а потом инвертировать просто. Вот, да, Санатамик вот. говорит превью возле сердца го. Блин, Анимика говорит... потом, кстати, можно Хотела будет тебе сделать. пузыри на превьюшку накидать. Да не надо. Давайте вот здесь попробуем. Во. О, как хорошо. Подожди, H. Подожди, H. Во. Киреру Красота. говорит курсор. Да-да, спасибо. Санатамик говорит тогда возле винишка. Каковень. Точно. Это не реклама падшего ангела. Или как он? Доля ангела. Доля ангела. Ну хотя, если ты зашел туда, тут кот-алкоголик до сих пор сидит. Стэнли, не спаивай кота. Или это кот спаивает Стэнли. Не слушай кота. Санатамик говорит, Он разобьет твою семью. Не покупай ему выпивку. Анника У говорит, него карманов да-да-да. нет, поэтому он тебя разводит. Ну, он Киреру бухает, говорит, смотрите. теперь падший ангел. Ага, бухает. Кот-алкоголик. Жесть. Ладно. Я вас вырубаю. Чатик. Всем большое спасибо, что провели это время со мной. Спасибо огромное. Был продуктивный стримчик. Мы сделали кучу всего, даже вкачали персонажей. Вот, поэтому этому нельзя не радоваться. Плюс нас уже отправляют в Инадзуму. Но у нас еще миллиард квестов в Лио, которые мне не очень нравятся. Я подумаю, как этот вопрос порешать. Вот. Но в любом случае, всем большое спасибо. Я вот вас обратно включу. Alt-C. Вот. Все. Всем большое спасибо. И как всегда на прощание. Нарара. Все. Ик. Так, не надо. Теперь подшангел. Хочу найти этого котика. Он тебя споет, не надо. Пока-пока. Сахара тебе, Тенра, побольше. Спасибо большое. Все. Давайте. Пока-пока. Ба-ба-ба-ба-ба. Куда нажимать? Вот сюда. Пока.